Приветствую вас, друзья, меня зовут Искал, добро пожаловать на канал. Решил я вас порадовать обилием интереснейших видеороликов по игре Hearts of Iron 4. Как вы видите, картина у нас не из благоприятных, хочу вам сказать. Мы сегодня с вами выживаем за Советский Союз в мире альтернативщины, где Третий Рейх, точнее в мире ТНО можно даже сказать, где Третий Рейх смог взять Москву, смог взять Ленинград. Оборона при Ленинграде провалилась, московская оборона провалилась. Огромное количество наших вооруженных сил сейчас в котлах. Возле Киева огромный котел, возле Минска огромный котел был, точнее возле Смоленска, сейчас его потихонечку закрывает наш противник. Также Эстония и вот эти всякие регионы, которые у нас новые есть. Кроме того, с юга на нас предательски напала Турция, и вот такую вот грязюку она у нас устроила. Ох, даже не знаю, что будем делать, ребят, надо как-то выживать, Воюем мы против всей Европы практически, как вы видите, Финляндия тоже на нас напала. И давайте, наверное, пройдемся по самым интересным вещам, которые нам предстоит с вами сделать. Для начала у нас страна с вами имеет в своем распоряжении 176 фабрик, 233 военные завода. Но если мы посмотрим на тот же Третий Рейх, то увидим, что количество у него военных заводов намного больше. Фабрики точно так же, как и у нас. У всех наших врагов улучшена промышленность. То есть у той же самой Венгрии 40 военных заводов, 60 фабрик, да даже у Словакии 5 военных заводов, 12 фабрик. Про Турцию тоже молчу. 35 военных заводов, 40 фабрик. Финляндия 18 военных заводов, 18 фабрик. Придется нам с вами очень сильно постараться, чтобы выжить в этом мире. Хочешь точно так же интересно воевать в Hearts of Iron 4, иметь все возможные механики и не только? Тогда позволь мне посоветовать тебе замечательный сервис по пополнению баланса в Steam. Battle Pass. Хочешь купить себе какую-нибудь новенькую игру в Steam, а ключи слишком дорогие, пополнить баланс негде? Тогда Battle Pass решит твою проблему. Этот замечательный сервис уже помог пополнить аккаунтов на 720 тысяч. Пополнить свой баланс очень просто на данном сервисе. Смотри внимательно. По моей ссылочке в описании заходите на сам сайт. Вводим свой логин в Steam. Очень важно отметить, что никакие авторизации и пароли вводить не нужно. За это огромный респект. Дальше пишешь сумму, на которую нужно тебе пополнить баланс. И выбирай любой способ оплаты. Тут есть все, от Киви до крипты. А по моему личному промокоду, который ты видишь прямо на экране, Искал, ты получишь неплохую скидку на первое пополнение. Этим нужно обязательно пользоваться. Если вдруг у тебя возникнут вопросы, то в Battle Pass работает круглосуточная поддержка, которая поможет быстро разобраться в любом вопросе. Кроме того, что можно пополнить баланс со Steam, на Battle Pass можно купить валюту для таких игр, как Genshin, Roblox, PUBG, Apex и много других игр. Либо же закинуть деньги на Blizzard, Xbox, либо PSN. Выбирай, что тебе нужно, и пользуйся на здоровье. Пополняй свой баланс через Battle Pass и покупай любимые дополнения и любимые игры. Жду тебя в новом дополнении по Hearts of Iron 4. Ссылка на Battle Pass закреплена в комментарии и в описании. Используй промокод Искал. Так, для начала я хочу закупить сталь. Мне нужна сталь. Можно где-нибудь закупить, где не надо конвой отправлять? У меня конвоев не хватает для стали. Надо немножко вот отсюда на конвой снизить, поднять производство. Конвои сейчас у нас будут играть важнейшую роль вообще в нашей истории. Будем доставлять ресурсы, которые нам нужны для выживания. По строительству давайте посмотрим. По строительству мы сейчас занимаемся тем, что строим много железных дорог, потому что наши дивизии плохо снабжены, и мы истощаемся даже здесь. По производству вот такое вот у нас производство со старта. Мододелы мои любимые настроили такое вот производство. Будем по такому производству и ориентироваться, так скажем. Самое главное, что у нас есть производство хоть каких-то истребителей, есть производство гражданских поездов, то есть по идее должно быть все у нас хорошо. Надеюсь очень сильно, что должно быть у нас все хорошо. Поездов нам не хватает, для снабжения нам необходимо 1360 поездов, а у нас в запасах 511 поездов, поэтому поезда тоже выше поднимаем, еще пятерочку военных заводов добавляем. Давайте теперь разбираться с нашей армией, потому что тут творится полный трындец, как вы видите, я не знаю, как я буду выживать, что мне делать и так далее. А, да, у нас же союзники другому чуть-чуть воюют. Соединенное Королевство вот находится в альянсе вот с такими вот государствами. То есть, как вы видите, союзники у нас тоже участвуют в войне. Швеция нейтральная, на нее напал Третий Рейх, поэтому она вынуждена была вступить в союзники. Она уже Копенгаген отобрала, но это временно. Сейчас Швецию, наверное, будут пилить со всех сторон. Либо наоборот, посмотрим, что получится. Что я хочу сделать? Смотрите, давайте попросим право доступа у этой страны. Попробуем увести все наши вооруженные силы, которые только можно, вот отсюда, в Швецию. Попробуем так сделать. Давайте по шаблонам я вам сейчас покажу. Мододелы специально говорили, что сделали шаблоны такие более-менее странные максимально, которые где-то хорошо будут справляться, а где-то очень ужасно. Но этот шаблон мне, конечно же, не нравится. Отсюда мы уберем ПТОху, уберем ПВОху. Лучше это все дело добавить вот сюда. Но то, что здесь военная полиция есть, это хорошо. На оккупированных территориях ставим СССР дивизии. Как видите, никаких танковых подразделений у нас нету. Ничего у нас, ребят, с вами нету. Мы пустые. По доктрине давайте посмотрим. Наши войска так и не научились воевать за все это время. Доктрина у нас изучена стандартно.
стандартная. Давайте еще по котлам разберемся. Тут, наверное, 4-ю скорость мне надо включать и по войскам. Очень много у нас войск уходит куда-то на юг. Ну, то и понятно. На нас напала с вами Япония каким-то образом. Почему Япония на нас напала? Секрет. Но ведет наступательную войну как бы. Ладно, хорошо. Нам нужно тогда вот эти вооруженные силы, которые у нас здесь есть. Блин, еще командиров переназначать нужно будет. Ну, тут просто такой ад творится. Сколько у нас дивизий вышло? 12 дивизий. Давайте тебе вот этого генерала, вот этого генерала. Напишите, ребят, в комментариях, пожалуйста, как вы думаете, почему именно вот такая вот тема у нас с вами произошла? Почему Советский Союз сдал Москву? Как это все произошло? Что не так пошло? Что случилось у нашего с вами Советского Союза? Здесь, кстати, бесполезно войска и вести. Здесь надо бы войска по-хорошему все переназначить. Какие-то дерьмовые приказы назначены. Боже мой, как мне это все бесит. Вглубь нашей родины идет фашистский марш. Дружище, давай немножко остановимся от нашего повествования. Я тебе хочу рассказать, что у нас вообще происходит на фоне, пока ты все это дело наблюдаешь. Я переназначаю наши с вами дивизии. Я буду выстраивать общую спланированную оборону. Пока что мы будем держать весь фронт, потому что дальше идти уже некуда. Что касается фронтов, то самая главная опасность у нас, конечно же, на западе. После захвата Москвы неприятелем мы откатились с вами на дальние позиции. К сожалению, эти позиции проходят вдалеке от наших линий снабжения, поэтому наши дивизии там истощаются. Дабы не потерять города по типу Ярославля и так далее, нам придется стоять до последнего на этих позициях. Также очень опасная у нас ситуация на юге. На юге турецкие, итальянские, венгерские, немецкие войска объединились в один кулак, чтобы нанести по нам сокрушающий удар и дойти до нашей последней столицы – Сталинград. Как вы понимаете, наши с вами войска встают на последний бой с фашистской тварью, которая внедряется вглубь нашей родины все дальше и дальше. Совсем скоро у нас начнутся кровопролитные бои между моими подразделениями пехоты и между подразделениями немецкого рейха и его приспешников. Не забываем еще про ситуацию на востоке. Короче, хочу вам сказать, не все так просто у нас будет. Учитывайте, что мы потеряем еще очень много территорий, от нашей промышленности останется мало чего хорошего. И пока мы не вернулись к повествованию, хочу тебя также попросить поставить лайк, подписаться на канал и написать комментарий. Это очень сильно поможет в продвижении такого ролика, поэтому буду тебе очень сильно благодарен. Приятного просмотра. Следующий момент. Здесь, конечно, Смоленск мы потеряли, кстати, с вами военные заводы. Ну, печально, что я могу поделать? Тут наши дивизии не пробиваются, это очень опасно так пробивать. У нас же еще и дивизии не укомплектованные. Враг здесь делает попытки прорыва, он прорывается даже по одной дивизии на наши позиции. Ё-моё. Ну, с Турцией просто, наверное, будем держать фронт, потихонечку будем пробовать делать грязь. Еще бы, знаете, что бы я сделал вот здесь нашим командующим, которые здесь назначены? Смотрите, давайте отменим вот такой вот приказ по обороне Киева. Мы станем с вами по речке, вот так сделаю. Когда у нас фронт более-менее с вами вот такой вот стабилизируется, вот такая линия обороны стабилизируется, будем уже думать, что дальше делать. Но здесь нехваток снабжения у нас очень большой, здесь, блин, хотя бы просто выстоять уже хорошо будет. По капитуляции мы близки с вами капитуляции на 5%, но это баг-мода, мне разрабы сказали, так что мы не знаем, какой у нас точный счет капитуляции, поэтому надо действовать очень и очень аккуратно. Немецкие танки пробиваются через наши позиции, мы, конечно, держим оборону, но они за счет своего прорыва все равно нас давят. У нас, кстати, тут пошли бои за Ворошиловград, который мы, к сожалению, пока что проигрываем. Надо здесь нам отступить. Что по снабжению? Ё-моё, у нас везде минусы, огромные просто минусы. Тут за Ставрополь пошли бои. Американцы и Соединенное Королевство предлагают нам заключить пакт о ненападении. Давайте заключим. В принципе, будем держать оборону по такому вот фронту. Нам удалось с вами закотлить вражеский танк. Отлично, первый котел мы уже с вами сообразили. Уничтожаем этот вражеский танк, пока можем это сделать. Замечательно, красота-то какая. Вроде линия обороны у нас кое-какая тут сформировалась. Блин, очень хочу вообще расформировать все дивизии, которые у нас здесь есть. Блин, очень хочу. Давайте так и сделаю. Здесь у нас порт мы потеряли. Здесь 19 дивизий у нас в окружение попали. Расформировываем дивизии. Здесь мы дивизии тоже расформировываем, потому что они здесь нам не пригодятся. Получаем людей, получаем пехотное вооружение. Ладно, в киевский котел я тоже расформировываю. Делаем мы пока что вот так. Потому что по-другому никак. Выжить там практически невозможно. Давайте вот здесь попробуем контратаковать противника. Наша главная задача сейчас попробовать вернуть Москву. Все дороги ведут в Москву, как говорится. Еще шаблончик нам надо поменять. Давайте сделаем по-другому этот шаблончик. Уберем отсюда вот эту тему, вот эту тему. Вот такой шаблончик мне намного больше нравится. Национальный фокус. По национальному фокусу мы возьмем с вами новая советская женщина. Прирост базовой стабильности и так далее. Неплохо. Мы, кстати, здесь котел сделали. Надо закрыть по-хорошему эту дивизию. Быстрее. Да, давайте, братцы. Поднажмем, братцы. Ленд-лиз. Отлично. Нам посылают первый ленд-лиз, и надо заключить пакт о ненападении со многими странами. Блин, да это вообще пипец. Как здесь выживать, я не знаю. Ребят, спасибо большое, что поддержали данную
идею, но мне она уже не нравится. Очень-очень трудно здесь выживать, очень трудно. Давайте попробуем закотлить, что-нибудь сделать. Тут надо котлы делать, и тогда у нас будет все суперски. Пока противник у нас пробивается чисто на южной части нашей территории, но здесь у нас горы. Вот горы нас, наверное, и спасают толк. По производству, блин, мне не хватает стали, очень много не хватает стали. То есть мы сейчас с вами не производим из-за этого танки. Ну как не производим? Производим в очень маленьком количестве танки, не производим машины вообще. Машины нужно производить. Хотя бы чуть-чуть танков в неделю тоже надо производить. Кстати, там немцы сделали себе плацдарм возле Копенгагена. То есть они смогут захватить Швецию. Довольно-таки противно на самом-то деле. Знаете, кто сейчас хорошо поживает? Сейчас хорошо поживают американцы, которые не участвуют в этой вот сумасшедшей войне, которая у нас сейчас здесь происходит. Попробуем Белгород обратно отбить. Здесь бы котел какой-нибудь сделать. Но видите, наши дивизии вообще не пробиваются. Они очень слабые, истощенные. То есть, блин, очень-очень все печально. Здесь у нас какой-то новый театр боевых действий под командованием Власова. Нет, братишка, давай-ка ты, Власов, отдашь дивизии сюда, потому что они там важнее будут. Дела происходят. Здесь котел нашу дивизию взяли одну. Я ее уже никак спасти не могу. Нам не хватает дивизий, чтобы заполнить все наши пустоты. Да и мне не хватает глаз, чтобы следить за всем фронтом. Противник потихонечку на автоматическом плане нападает. Мы с вами должны просто-напросто держаться. Конвои у нас там строятся, надеюсь. Конвой потихонечку строится. Ну и замечательно. Дела, 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 дела. Выбили мы отсюда нашего врага. Здесь противник пытается нас опять котел сделать. Попробуем спасти вот эти дивизии, которые у нас здесь есть. Но не уверен, что мы их даже спасем. Держим оборону по всему фронту. Где-то успешно, а где-то не очень. Самое главное, котлы не попадать. Очень обидно. И все будет у нас хорошо. Николай Иванович Кузнецов просит назначения. Ой, противник здесь пробился на юге очень серьезно, очень серьезно. Ну тут у нас дивизии, видите, какие пустые. Ну тут вообще ни о чем. Нам надо с вами вот такой вот план поставить и переназначить приказы. Слишком мало дивизий у нас, но так и должно быть, потому что мы проигрываем как бы в этой войне, и нам надо просто как-то выживать, держаться до последней капли крови. Опять же говорю, мы можем капитулировать в любой момент, поэтому этот момент тоже надо прогадать и не ошибиться. Так, наверное, нам нужно с вами совершить маленькую рокировку нашим дивизиям. Давайте так и сделаем. По такому фронту стоять сейчас бессмысленно нам особо. Да, терять мы будем сейчас с вами драгоценную нашу промышленность, но ничего не поделать. Так, предлагаю стать вот по такому фронту. То же самое я могу сказать и вот про эти вот позиции. Здесь мы стоим вот так за Сталинградом, чтобы не отдать, кстати, Сталинград. То есть сужаем максимально наш фронт. Все, назначаем нашим командирам новый приказ, и пускай они будут выполнять этот приказ. Отступаем с позиции. Линия Сталина. Линия новая Сталина у нас с вами будет. Так, противник продолжает дальше двигаться по нашим территориям. Мы с вами пытаемся укрепиться. Здесь наши дивизии участвуют в бою, они не могут из-за этого отступить. Давайте, братцы, отступайте. Нельзя нам терять никого из наших бойцов. Пока в Грозном тут еще есть центр снабжения, давайте, едьте домой в Астрахань. Спасайтесь, кто может. Сталин дал приказ, мы должны его держать. Здесь дивизия, кстати, помрет у нас, давайте ее расформируем. Через реку врагу будет труднее пробиваться, и мы просто будем с вами этим пользоваться. Противник начал пробиваться через реки, у него где-то это хорошо получается, где-то не очень хорошо получается. Мы просто должны с вами укрепляться. Здесь он, кстати, оборвал нашу линию обороны, а подошел он к рекам, но еще не до конца, поэтому линию фронта назначить нормальную я все-таки не могу. Воронеж у нас, кстати, отберут, Липецк тоже, даже вот эти речки не помогли. Но что поделаешь, ничего тут не поделаешь. Сейчас я жду, когда противник подойдет более-менее нормально к нашим границам, и будем уже держать другую немножко оборону. Постоянно я планы обновляю, чтобы у нас дивизии наши держались. Крым мы, кстати, ребят, с вами потеряли. Я решил расформировать дивизии, чтобы окончательно не произошло окружение наших позиций, хотя бы хоть чуть-чуть сохранить дивизий. И что у нас по дивизиям? На полях сражений у нас очень мало солдат. Мы можем развернуть немедленно наши подразделения, но я думаю, пока что мы и так сами продержимся. Здесь турки пробились, там турки пробились, здесь немцы пробились, в Рязань захватили у нас. Ну, сохранить всю промышленность тут вообще невозможно, учитывая, какой у нас с вами тяжелый геймплей получается. Огромный фронт мы с вами назначаем, и все. Продолжаем держать оборону по всему нашему фронту. Противник где-то прорывается, где-то не очень, но самое главное, что мы с вами продолжаем держаться. Держим какие-то города. А там тем временем Швецию потихонечку с Норвегией захватывают. Напомню, что у Швеции и Норвегии неплохая такая промышленность. Иран захватывает тоже, ё-моё, в обход линии Ирана. Тут еще, смотрите, в Иране везде есть укрепления, но, видите, не справляются иранские подразделения, не справляются наши братцы с вами. Вроде устаканилось все более-менее, сейчас нам бы еще с вами как-нибудь захватить вот этот вот регион, защитить, точнее, не захватить, оговорочка по Фрейду. Противник пошел в дальнейшую атаку, но ничего поделать не могу, здесь со снабжением все очень плохо, поэтому наши дивизии просто будут стоять и ждать. Также на юге пошел противник в многочисленную контратаку, в атаку точнее. Копим с вами как можно больше пехотного вооружения. Тут противник почему-то начал отпускать эти дивизии, отступать начал. Давайте воспользуемся шансом, пройдемся чуть-чуть. Здесь мы можем вообще котел сделать по-хорошему. По потерям мы потеряли 300 тысяч солдат, Третий Рейх потерял 379 тысяч солдат. Он, кстати, между тем захватил
захватил полностью всю Швецию, захватил полностью всю Норвегию. И здесь образовался котел из иранских дивизий, которые до последнего стоят в обороне и держатся. Нифига себе. Так, нанимаем еще одного агента. Этого агента мы отправляем опять же в Мексику. В Мексике мы будем делать незаметное убийство. Блин, вот знаете, что самое интересное? Как мы долго будем вообще здесь стоять? Противник упарывается на нас. Давайте, блин, мне контратаку тут плохое дело совершать. Швеция, кстати, у нас как-то выжила. Она осталась в Готланде. Что не скажешь про Норвегию? Норвегия у нас проиграла. Что там Соединенные Штаты Америки? Они там планируют в будущем в войне принимать участие или нет? Не понимаю. Турция там практически весь Иран захлопнула. Это значит, нам надо выпускать с вами первые наши дивизии. Давайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 12 наших отборнейших дивизий будут у нас обороняться вот здесь, возле Ирана, чтобы здесь противник нас не продавил. Ну вот видите, мы можем только пробивать вот такие максимально ослабевшие дивизии. И то не факт, что мы их пробиваем. Видите, как нам трудно дается прорыв на такие подразделения противника. Сталинград держится. Несмотря на натиск врага, Сталинград держится, и защитники отражают одну атаку за другой. Обескровленный враг платит непомерно высокую цену за каждый сантиметр занятой земли. Сталинград сохранит память о своих героях на многие поколения. Начинаем строительство металлургического комбината. Да, критика советской армии запрещена. Не, это не то. Младшие офицеры армии подверглись чистке. Ну ладно, антисоветская армия, тут тоже у нас всякие минусы. Но блин, я вот честно не понимаю, почему у нас с вами такой слабый Советский Союз. Вот почему мы с вами плохо пробиваемся. Но несмотря даже на вот эти вот дебафы, которые у нас с вами есть, нет, ничего у нас не получается. Надо стоять в обороне, пока стоим. Так, противник пошел в атаку по многим направлениям. Будем совершать ротацию, будем стоять до последнего, где-то защищаться, где-то еще что-то делать. И надо нам потихонечку с вами будет уже избавляться от всяких дебафов, потому что дебафы очень сильно бьют по нашей армии. Поэтому сейчас пропаганда коллективизма закончится, пойдем на фокусы с армеечкой. Будем разбираться, что нам делать с нашей армией. Так, здесь мы можем обратно вернуть под свой контроль Владивосток. Давайте это и сделаем. Отрежем вот эту группировку войск сил. Это его основной. Будет неплохо, если сможем эту дивизию взять котел. Так, Сахалин там у нас живет, Камчатка тоже у нас живет, поэтому нормально. Приводим сюда наши дивизии и пробуем уничтожить вот эту одну дивизию, которая здесь затесалась. Противник продолжает постоянные свои атаки на наши позиции. Он стал здесь намного сильнее истощаться, особенно на юге. По военным заводам у нас строятся военные заводы по всей нашей стране. Основные наши регионы. Так, ты эксперт по пехоте, мастер наступления с прицелом на будущее, эксперт по пехоте. Наши дивизии наконец-таки начинают распределяться. Хорошо, живем, хорошо себя чувствуем. Давайте попробуем закотлить вот эти дивизии. Мне почему-то что-то подсказывает, что мы можем через них пробиться, если сразу с нескольких направлений нападем. Да, смотрите, очень хорошо пробиваемся, уничтожаем здесь вражеские дивизии. Противник, конечно же, подводит сюда укрепления, но мы и эти укрепления выбиваем, и вот такой вот котел формируем. Замечательно. Минус котел у противника. Замечательно. По нашим национальным фокусам берем с вами реорганизацию армии. Давным-давно пора было это сделать. Здесь противник пытается постоянно пробиться на нашу территорию. Блин, здесь наши дивизии тоже истощаться потихонечку начали. Так, нам не хватает с вами ПВО около 3000 ПВОшек, и около 500 нам не хватает с вами дополнительного оснащения. По артиллерии у нас очень большой плюс, поэтому я думаю, можно снять 5 военных заводов с арты и поставить их на производство ПВО. ПВО очень трудно как-то производится у нас, поэтому надо расширять производство. Продолжаем с вами воевать в Японии. Здесь ослабевшие вражеские танки. Попробуем опять же котел сделать. И здесь можно котел сделать. Даже получше котел получится. Там у нас государство Венесуэла присоединилось к альянсу ОС, а Япония тем временем потихонечку проигрывает. Здесь мы смогли с вами закотлить вражеские дивизии. И здесь давайте тоже вот этот танчик мы с вами уберем с нашего пути и закотлим еще одну пехотную дивизию японцев. Мы можем наконец-таки назначить Якова Черевиченко командующим пехотой. Я очень долго этого ждал. И вот оно, наконец-таки, Яков командующий пехотой. Вот здесь дивизии противника сильно истощаются. Здесь тоже можно какие-нибудь котлы соображать, потому что наши дивизии не истощаются. Поэтому 3 этих дивизии мы посылаем в атаку вот так. 3 дивизии с Ярославля у нас идут вот так. Попробуем тоже с вами какое-то окружение такое неплохое замутить. Так, здесь наши дивизии прорвались. Сюда мы отправляем наши остальные дивизии. Не, здесь мы не прорвемся, здесь мы не прорвемся. Противник пошел в огромное количество атак на наши позиции. Мы его контратакуем где только можем. Через 275 дней у нас наконец-таки будет открыто решение по восстановлению младших офицеров. У нас наконец-таки появятся младшие офицеры, а позицию нам терять ни в коем случае нельзя. Сейчас успеют наши дивизии прийти? Успели, красавцы, успели прийти наши дивизии. Все, пускай тут противник постоянно будет упарываться. Так, что у нас произошло? Незаметное убийство завершено, отлично. Троцкий был убит, замечательно. Теперь мы можем отправить нашего агента в Берлин. Пускай он в Берлине орудует. Ой, как же тут дивизии противника сильно истощаются. Как же я хочу этим воспользоваться. Получится ли у меня этим воспользоваться? Как вы думаете? А получится, я думаю, слушайте, а получится. Напомню, ребят, мы с вами обороняемся, не имея Москвы. Мы потеряли Москву, мы сдали Ленинград. Пробуем держаться, пробуем выживать в этом чудном, ужасном мире. Наполовину ТНО, скажем так. Мир наполовину ТНО. Здесь
здесь держим оборону, здесь не надо упарываться. По исследованиям мы с вами берем добычу ресурсов, улучшаем добычу наших драгоценных ресурсов, чтобы наша промышленность чувствовала себя вообще офигенно. Соединенные Штаты Америки там понастроили себе уже около 400 военнозаводов, но они конверсию совершали. Мы потеряли за эту войну 582 тысячи, ну учитывайте, что около 2-3 миллионов мы потеряли, когда сдавали Москву и Ленинград. Третий Рейх наконец-таки начал нести первые потери в размере миллиона. Япония об нас потеряла 500 тысяч, Италия об нас потеряла 200 тысяч. Неплохо нам было бы, конечно, здесь улучшить всякие линии снабжения, чтобы наши дивизии не истощались. Тоже можно этим будет заняться чуть-чуть попозже. Вот так вот завершается наш первый ролик из цикла монтажей про спасение Москвы, Ленинграда и всей Родины. Согласитесь, неожиданно, у меня на канале такого еще не было. Практически все это время мы с вами стояли в тяжелой обороне, выживали как только могли, поднимали с колен свою промышленность, теряли города, но все равно оставались верны своему делу и продолжали развиваться как целая страна. За сегодняшний период в ролике у нас открылось очень много фронтов новых. Мы навсегда потеряли очень много важных наших союзников, но самое главное, мы продолжаем стоять. Да, потеряли солдат, да, потеряли города, но самое главное, что Советский Союз еще стоит. Если вам понравится данный видеоролик, если вы его хорошо поддержите, то обязательно будет продолжение, где мы с вами будем вести бои за Ленинград и за Москву. Но это будет как-нибудь потом. Спасибо за просмотр. Необычайно такой форматик у меня появился на канале. Надеюсь, вы его оцените как надо. Всем удачи и до скорых встреч. Пока-пока.